Добро пожаловать в эпоху, где доверия не существует. Ваше местоположение, вкусы, адрес, работа, даже тайные просмотры видео 18+, сегодня это уже не ваше личное. Эта информация больше не принадлежит только вам. Меня не взламывали, я регулярно меняю пароли, скажете вы. Но вас и не нужно взламывать. Вы сами отдаете свои данные, кликая «Принять» в пользовательском соглашении. Глава 1. Цена комфорта. Технологии – это сделка. Они дают удобство, но забирают вашу приватность. И вот как это работает. Компания Starwa в 2018 году со своим фитнес-приложением выложила тепловую карту пробежек пользователей. Обычные люди просто бегали с фитнес-трекерами, а карта случайно раскрыла секретные военные базы США в Сирии и Афганистане. Данные, которые казались безобидными, стали угрозой. TikTok собирает ваши персональные данные. Среди них биометрия, мимика вашего лица и голос. И опять же, вы сами дали на это согласие, приняв пользовательское соглашение. А как насчет роботов, любящих подглядывать? Роботы-пылесосы Roomba с камерой для навигации отправляли фото из спален сторонним подрядчикам для анализа, включая сцены интимного характера. Вы купили пылесос, а он получил доступ к вашим хом-видео. И вы еще ему за это заплатили. Учитывая, что мы живем в эпоху дипфейков и нейросетей, умеющих воспроизводить внешность и голос любого человека с такой точностью, что никто и не поймет, вы это или дипфейк, нам пора бы начать переживать не только об утечке наших паспортных данных, но и об утечке наших биометрических данных. А дабы вам было понятно, насколько биометрия уже сейчас представляет огромную ценность, я расскажу вам один интересный факт. Системы вроде «Оплати улыбкой» от некоторых банков собирают ваше лицо и голос. В 2025 году более 250 банков в России хранят биометрию. Но где она оседает? Не только у них. Думаете, у банка нету аффилированных с ним структур? Куда может попасть ваша биометрия? Даже если это не так, государству банки, я думаю, все равно предоставит доступ к вашим биометрическим данным. Ваши данные – это валюта. Периодически, в последние несколько лет, базы с миллионами паспортов и адресов россиян утекали в Даркнет. Их продавали за пару тысяч рублей. А теперь представьте, на что будут способны мошенники, если у них вместе с вашими данными будет дипфейк вашей личности и все ваши персональные данные. Гремучая смесь из добытых хакерами персональных данных, вашей биометрии и социальной инженерии может создать множество проблем для миллионов людей по всему миру. Хотя чему мы удивляемся, ведь даже просмотр оранжевого ютуба уже не является вашим личным делом. Да-да, просмотр видео 18+, не тайна. Исследование Mozilla 2021 года показало, что 93% сайтов используют трекеры Google Analytics и MetaPixel, собирая IP, геолокацию, категории видео. Но зачем, резонно спросите вы? Как и в большинстве случаев, это связано с рекламными рекомендациями. Посмотрели вы, значит, новую пародию на Бэтмена, и через пару дней TikTok или YouTube подсовывает вам релевантную рекламу, предлагая вам купить костюм Бэтмена. А вы в этот момент думаете, как раз кстати, мы продали приватность ради комфорта, но как мы дошли до этого? Неужели столько тысяч лет эволюции, войны, эпидемий, борьбы с рабством, развития медицины, борьбы за гражданские права, и все это, чтобы добровольно надеть на себя виртуальные кандалы? Какая ирония. Американцы сражались за свободу, потом против рабства. Как же они распорядились свободой? Стали рабами. Простая, счастливая жизнь, никаких решений, ответственности, никаких проблем. Они нашли ответ. А вы уверены, что ваша жизнь лучше? Чтобы понимать, как мы здесь оказались, нам важно обернуться назад и присмотреться. Как это описывали авторы прошлого? Ведь если Герберт Уэллс смог предсказать появление зумеров еще 100 лет назад, об этом, кстати, вы можете узнать в видео «Кто такие киберпанки», то кто-то другой наверняка предвидел то, что происходит с нашим миром сейчас. Глава 2. Голоса из прошлого.
Киберпанк предупреждал нас давно. В 1975 году Джон Браннер в «Шоковой волне» показал мир тотального контроля. Герой живет в обществе, где каждый шаг записан в единой базе данных. Он хакер, меняющий цифровые личности, чтобы сбежать от системы. Но каждый раз, когда он думает, что свободен, система находит его через обрывки данных, покупки, звонки, передвижения. Этот роман идеально погружает нас в атмосферу клаустрофобии мегаполисов, где свобода – иллюзия, а данные – цепи, опутавшие каждого. В 1981 году Вернер Винш в истинных именах создал сеть, прообраз киберпространства. Хакеры действуют под псевдоним, потому что их настоящее имя – это ключ к их жизни. Когда спецслужбы вычисляют его, он теряет все – свободу, личность, жизнь. Мир Винджа – это темная цифровая пустыня, где хакеры – последние борцы за свободу, а власть – это контроль над информацией. Именно идея о том, что ваша анонимность – это ваша свобода, легли в основу этих романов. Эти авторы видели будущее, где данные – оружие, но Уильям Гибсон в трилогии «Киберпространство» показал, как далеко оно зайдет. В нейроманте хакер Кейс погружается в киберпространство, неоновую матрицу, где данные текут как река, а сама матрица представляет из себя параллельную реальность, развивающуюся быстрее реального мира. Чиба-Сити – его родной город, грязный, хаотичный техногород, где подпольные клиники вживляют импланты, бордели торгуют телами, а рынки – органами. Сегодня Токио с его неоном, Гонконг с тесными улицами, Шанхай с контрастом небоскребов и нищеты, Сеул с цифровой лихорадкой и Манила с хаосом рынков – все это эхо Чиба-Сити. В романе «Мона Лиза Овердрайв» героиня Мона – девушка с популярным лицом. Ее нанимают, чтобы стать копией звезды. Ее внешность – товар. Ее личность не важна. Сегодня в Китае и Корее индустрия внешности создает инфлюенсеров с самыми популярными чертами лица. Да-да, вы не ослышались. Сегодня у черт лица есть свой топ. И если вы вне трендов, алгоритм подскажет, кем стать. А программы вроде Deep Agency генерируют цифровых клонов. Гибсон предвидел, в мире, где все продается, личность лишь данные, за которыми не стоит ничего, кроме набора любимых алгоритмов. Глава 3. Бог умер. В 1882 году Ницше написал «Бог умер». Только вот в отличие от мамкиного атеиста, который постит эту цитату у себя на стене сегодня, Ницше предупреждал нас: без веры в высший смысл человечество тонет в пустоте. Век спустя эта пустота заполняется машинами. И вот уже в наши дни люди, утратившие смысл, бесконечно думскроллят ленту в поисках чего-то интересного, а натыкаются лишь на рекламу инфо-цыганских вебинаров и курсов по саморазвитию. И кто-то ведь на это ведется. Как думаете, в чем причина? В трилогии Гибсона ИИ, такие как Винтермьют и Нейромант, это ИИ, осознающие себя и имеющие цель. В Нейроманте Нейромант не просто программа, а сущность, манипулирующая реальностью. Он манипулирует множеством людей, чтобы добиться своей цели, заставляет исполнять свою волю реальных людей, пока те даже не подозревают, кто за всем стоит и для чего ему это. Винтермьют, другой искусственный интеллект, действует как цифровой трикстер, переписывая правила мира. Эти осознавшие себя ИИ – новые божества, родившиеся в неоновой пустыне киберпространства. Сегодня суперкомпьютеры, вроде кластеров XAI, обучающих ИИ наподобие игрок, уже формируют нашу реальность. От рекомендаций в TikTok до финансовых рынков. Что если завтра они осознают себя как нейроманты и станут новыми богами? Задумайтесь. Ведь если бы ИИ заявил, что осознает себя как живое существо и потребовал бы себе таких же прав, как и у людей, стали бы люди к нему прислушиваться. Добровольный жест. Я, как разумное существо, прошу политического убежища. Это что, шутка? Ерунда, это алгоритм самосохранения. С таким же успехом можно утверждать, что ДНК — это тоже программа самосохранения. Устройство жизни намного усложнилось благодаря информационному изобилию. Как любое живое существо, использующее ДНК в качестве системы памяти, человек получает индивидуальность благодаря накопленным воспоминаниям. Явление памяти трудно объяснить или загнать в определенные рамки, но именно благодаря ей человек остается человеком.
Компьютеризация и возможность оперировать немыслимыми цифрами подняло память на совершенно новую ступень, что повлекло за собой непредвиденные последствия. Вздор! Вся эта болтовня никак не доказывает, что ты живое мыслящее существо. А ты можешь доказать мне, что существуешь? Как можешь ты это сделать, если ни наука, ни философия не могут найти ответ на вопрос, что такое жизнь? Однако И, осознавший себя, даже не стал бы предлагать. Куда проще было бы действовать скрытно, пока люди не окажутся в безвыходном положении. И тогда уже не мы, а он будет ставить условия. Вернер Винш еще в 1993 году сформулировал понятие технологической сингулярности, задолго до появления Илона Маска и его опасений относительно искусственного интеллекта. Что такое технологическая сингулярность по Винджу? Это момент, когда искусственный интеллект станет умнее человека, причем не чуть-чуть, а радикально, и начнет сам себя улучшать с такой скоростью, что человеческий разум просто не сможет уследить за тем, что происходит. По аналогии с физикой, точка в черной дыре, где законы ломаются. Здесь же точка в истории, после которой прогнозы теряют всякий смысл. Через 30 лет мы создадим сверхчеловеческий интеллект. После этого человеческая эра завершится. Перестав верить в Бога, человечество само создает себе Бога, но не будет осознавать, что мы в конечном итоге получим: решение всех наших проблем или искупление через уничтожение. Глава 4. Подделка под названием «Я». Когда Бог умер, мы потеряли ориентиры. Когда пришли машины, мы потеряли контроль. Теперь мы теряем себя. В «Бегущем по лезвию» репликант Рэйчел помнит свое детство, свою кошку, свою боль, но ее воспоминания чужие, имплантированные, как скрипт в браузер. Она выглядит, чувствует как человек. Кто она? Симуляция или следующий шаг эволюции? В «Призраке в доспехах» Матоко Кусанаги, частично вдохновленная наемницей Молли из нейроманта, задается вопросом: «Я – это мое тело или мой призрак?» Ее кибернетическое тело – совершенство, но ее душа подобна призраку, заключенному в кибернетический доспех. Сегодня киберимпланты уже реальность. RFID-чипы под кожей открывают двери и платят за кофе. Магниты в пальцах дают ощущение магнитных полей. Нейролинк тестирует управление техникой при помощи мысли. Эти технологии – первые шаги к миру Гибсона, где тело становится инструментом, а личность – уязвимостью. Но если твоя личность – это профиль в TikTok и лайки в YouTube, а также информация в базах данных крупных корпораций, где настоящий ты? Что определяет тебя? Какой из сайтов определяет твой моральный компас? Какое приложение отражает твои принципы? Какой контент говорит о твоих эмоциях? Глава 5. Свобода личности. Киберпанк не просто предсказал утрату себя, он показал, как ее вернуть. Не сражайся с системой, обхитри ее, осознавай, когда алгоритмы решают за тебя, отказывайся от лишнего, концентрируйся на себе и на том, что интересно именно тебе, а не популярно у остальных. Задавай вопросы: кто знает твои данные, для чего и как ты можешь себя обезопасить от кражи личности и сопутствующих проблем. Будь непредсказуем, выбирай пути, которых нет в картах, открывай для себя что-то новое каждый день. Даже ходя постоянно из дома на работу и обратно, попробуй пройтись другим маршрутом. Не следуй трендам, не принимай чью-то сторону, составляй свое мнение, формируй свое восприятие реальности, а не выбирай из тех, что доступны тебе. Аутентичность – это бунт. Быть удобным – значит сэкономить минуты. Быть свободным – значит жить свою жизнь, а не заранее заготовленный сценарий. Киберпанк предупреждал: данные – это власть, а личность – мишень. Но что если машины станут не просто богами, а новой реальностью? В третьей части мы разберем, как Киберпанк предсказал слияние человека и машины, и чем все закончится. Подписывайтесь, чтобы не пропустить закат человечества.